Гамарджоба Геннадсвали! Добро пожаловать на канал Дистилеша. Мы часто будем возвращаться к виноградным дистиллятам, к коньякам, бренди и прочим интересным виноградным дистиллятам. И в этом выпуске я расскажу вам о бренди, о грузинской компании, которая получила название Сараджишвили, которая основана великим грузинским деятелем Давидом Захарьевичем Сараджевым. В этом выпуске я расскажу вам о двух релизах Сараджишвили VSOP и Сараджишвили XO. Мы их сравним, попробуем, поговорим о производстве и еще некоторые образцы я вам покажу, обязательно попробуем. Если что-то непонятно, если вы чувствуете, что плаваете в терминологии, посмотрите мой выпуск о производстве коньяков NSC. На канале он имеется. Компания Сараджишвили, как ее принято называть сегодня, основана в 1884 году Давидом Захарьевичем Сараджевым, и тогда она называлась «Коньяки ДЗ Сараджева». Основана она была в городе Тифлисе, в Российской империи. Этот город сегодня называется Тбилиси. После того, как компания была национализирована советами, компания называлась Тбилисский коньячный завод вплоть до 1994 года. После 1994 года компания называлась АО «Сараджев и коньяки Энесели». Точнее, она называлась АО «Давид Сараджев и коньяки Энесели». В Паради, в донжонах на складах Сараджишвили до сих пор хранятся спирты 1893 года выгонки, которые производились еще при основателе компании. Давид Сараджишвили основывал заводы по всему Советскому Союзу, и также заводы были открыты в Баку, Ереване, Калараше, Кизляре. И Кизляр по этому поводу выпустил свой самый возрастной релиз Сараджев 35 в дань памяти основателя. Выпуск на эту бутылочку смотрите у меня на канале. Итак, годом рождения компании является 1884 год, Тбилиси. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что производство виноградных дистиллятов велось с 18 века, с конца 18 века в Кизляре. Сам завод полностью претерпел преобразование. В середине 20 века его изменила советская власть. Тогда завод находился полностью на территории Тбилиси, и производство и склады. Сегодня производство перенесено в Греми, в восточную часть Грузии, в Кахетии, а хранение и склады до сих пор, погреба находятся до сих пор на территории Тбилиси, однако переехали на новый адрес. Это проспект Сараджишвили, дом 4. Этот адрес указывается во всех официальных пресс-релизах и на сайте, и на этикетках компании. Главный источник информации на предприятии — это главный технолог, кандидат технических наук Давид Абзианидзе, который уже почти 40 лет работает на производстве. Большое-большое интервью взял у него Виктор Марков, который является основателем блога Марс Клуб. Ссылочка здесь, около 2 часов. Запаситесь терпением, но очень-очень много всего интересного. Просто не замолкает Давид, рассказывает, начиная от производства коньяка, заканчивая компанией, сегодняшними днями. Есть много споров о том, кто же по национальности был Давид Захарьевич Сараджев. И обычно армяне и грузины спорят о том, кто же он на самом деле. Однако, все-таки Давид Захарьевич родился в Грузии, отдал себя полностью Грузии, завещал все свое состояние грузинскому народу на улучшение и на развитие Грузии. И поэтому грузины, конечно же, очень благодарны ему и считают его своим. В источниках о Давиде Захарьевиче часто пишут, что это ученый, и в первую очередь пишут, что это ученый. Но я считаю, что это не совсем так, потому что быть ученым у Сараджева просто не было времени. Да, у него было 2 ученых степени, доктора технических и доктора философских наук, однако в большей части своего времени он был промышленником, предпринимателем, государственным деятелем, а уже в 3-ю или 4-ю
В третьем и четвертом случае это был ученый. Большое-большое спасибо, кстати говоря, Давиду Обзианидзе за то, что отвечал на мои вопросы. По электронной почте мы с ним переписывались. Большое спасибо компании Саражишвили за то, что отзываются и в Инстаграме, отвечают. Ну, естественно, какие-то неудобные вопросы остались без ответа, но, тем не менее, диалог был, и какие-то интересные вещи я узнал у Давида. Производство наладил Давид Захарич Сараджев в городе Тифлисе благодаря своими связями с Камю, где он и познавал производство во Франции, с кем он познакомился и там познавал азы производства коньяка. Через Камю он достал аламбики, через Камю он достал бочки французские, привез, переманил своих технологов французских в компанию. И после того, как производство было налажено и первые партии коньяка бренди хлынули на рынок Российской империи, этот бренди получил безусловный, безоговорочный успех, и после этого производство, а точнее вообще в процессе довольно быстро произошло открытие остальных предприятий во Владикавказе: Кизляре, Ереване, Баку, Калараша. Таким образом, мы плавно переходим к производству. Начнем мы с сортов винограда. Сорта винограда подбирались таким образом, чтобы они были высокоурожайными, малосахаристыми, высококислотными. На территории Грузии нашлось несколько таких сортов, многие из которых являлись автохтонными. Основными сортами винограда, используемыми для производства бренди Сараджишвили, являются Цицка, Цаликаури, Чинури, Гарули, Ркацители и Кахурим-Цваня. Сусло-самотек готовится по белой схеме, то есть используется чистый виноградный сок, используются белые сорта винограда, после чего виноградный сок никак не обрабатывается, не подвергается обработке сернистым ангидридом, идет на брожение, используются дикие дрожжи, то есть брожение происходит самостоятельно, после чего происходит осветление при низких температурах, а также декантация, снятие с осадка. В конечном сусле допустимо до 2% содержания дрожжей. Молодые коньячные виноматериалы перегоняются на коньячный спирт до конца марта, следующего после окончания сезона. Перегонка производится на медных перегонных кубах, так называемых УПКС или аламбики шаранского типа. Производится двойная дистилляция. Первая дистилляция производится, и спирт-сырец получается при крепости 28-32% спирта по объему. Вторая перегонка ведется и получается от Ви на крепости от 60 до 70% спирта по объему. Выдержку коньячного спирта на компании Сараджишвили производят исключительно в дубовых бочках сорта типа Иберика, который производится в Грузии. Также, как говорит Давид Обзианидзе, частично используются и французские бочки. Молодые коньячные спирты помещаются в бочки, после чего начинается выдержка сразу же после помещения. Начинается отсчет срока выдержки. Коньячные спирты начинают активно взаимодействовать с древесиной дуба, экстрагировать вещества, которые содержатся в дубе. И эти спирты насыщаются, и повышается их вкус и ароматические характеристики. Для производства бренди Сараджишвили используются 4 компонента: коньячный спирт, умягченная вода, сахарный сироп и сахарный колер. После того, как коньячные спирты прошли выдержку, производится купаж с этими 4 компонентами. Купаж производится в больших деревянных бочках, оснащенных мешалками. После купажа полученная смесь имеет разлаженный букет и грубоватый вкус и требует дополнительной технологической процедуры, которая называется послекупажный отдых. Послекупажный отдых проводится для ординарных бренди в течение 3-5 месяцев, для марочных бренди проводится от 9 до 12 месяцев. После того, как наш бренди прошел отдых, его приключения не заканчиваются.
Он идет на механическую фильтрацию, а после механической фильтрации идет на холодную фильтрацию, а уже потом идет в разливочный цех и разливается по бутылочкам. Давайте приступим к дегустации и посмотрим, что же нам приготовили в компании. Значит, начнем мы с VSOP бутылочки. Бутылочка у нас объема 0,5, классическая, 40% крепости, европейский дизайн, английский шрифт. Это Саракишвили VSOP. Бутылка мне обошлась, купила ее в прошлом году, 20 декабря, перед Новым годом, за 1360 рублей в красном и белом. Сегодня она стоит в 2 раза дороже, в районе 2600 рублей. Давайте на аромат послушаем. Рисковатый, сладкий, солнечный, ванильный, древесина, фрукты, легкая сернистость, абрикос, курага, пастила из абрикоса и кокосовые тона, кокосовая стружка. Вкус. Много-много сладостей, ванили, кокос, абрикосовое варенье, абрикосовая пастила, конфеты птичье молоко, есть какая-то сливочность, много специй, пряный, тонинный, послевкусие ровное, сухое, умеренно сухое, сладкое, абрикос, довольно тонинное, очень приятное и сдержанное. Хороший, сбалансированный, приятный бренди. Есть виноградная кислинка во вкусе. Кстати, есть и история виноматериалов. Немного косточки. Очень-очень сдержанно и умеренно. Больше вот этой сладости. Где-то, наверное, в районе 8 из 10. И оценку этому бренди я поставлю 79. Неплохой, питкий, хороший, мягкий. Давайте, кстати, измерим сахар. Раз уж мы взяли такую традицию и делали это в выпуске о бренде Сараджев 35 ТКЗ. Прекрасно, сахара почти нет, 39 показывает наш ареометр, 39% крепости, который показывает ареометр. Отличие всего в 1%. Значит, приблизительно сахара в районе 4-5 грамм. Отличный, хороший бренди. Питьевой, как для застолья. Но для застолья цена уже, наверное, дороговата. Так и для того, чтобы посидеть, понаслаждаться. Тоже хороший напиток. Абрикосовый профиль абрикосового варенья. Я бы так охарактеризовал, если бы мне сказали: а ты пробовал Саракишвили VSOP? У меня бы сразу в памяти всплыло такое бабушкино абрикосовое варенье, прям вместе с косточками. Вот такие ассоциации порождают у меня бренди Саракишвили VSOP. Давайте переметнемся к XO. Возраст спиртов, которые входят в купаж этого бренди, достигает 25 лет и даже превышает их. Аромат уже не такой резкий, как в VSOP, более мягкий и сглаженный. Присутствуют легкие портвейновые ноты, сладость, ваниль. Также есть курага. Появляется книга, такая вощеная полиграфия с картинками. Книги такие, знаете, есть. Шоколад. Есть раньсье. Интересное, кстати, раньсье, как будто бы ты открыл старый коньяк. Вот это очень приятное раньсье. Очень красивые маслянистые ножки, которых я не видел в VSOP. Очень интересные. Аромат шикарный. Степные травы. И как будто бы чабрец. Яблочные леденцы. Виноградная сладость. Аромат уже вяжущий. Безусловно, чувствуются виноградные танины. Прекрасный аромат. Аромату я бы дал 23, наверное. Вот
может быть 22,5. На воздухе начинает разыгрываться ваниль. Вот в бокале постоял, разыгрывается ваниль, разбушевалась, можно сказать. И я чувствую камедь, то есть смолу фруктовых деревьев. Вкус очень сдержанный, явно менее сахаристый, очень портвейновый. Виноградная косточка, жмых, кокос, ваниль, горечь, легкая горечь танинов, которая плавно перетекает в послевкусие. Древесное послевкусие, ванильное. Во вкусе также, не знаю, сказал я или нет, есть ваниль. Также присутствуют кислотные вот эти тона винограда, виноградной кожуры, кислых сортов винограда. Абрикосовые леденцы и яблочные леденцы, жженый сахар. И, пожалуй, все. Послевкусие согревающее, мягкое. В послевкусии чувствуется в ретроназальном выхлопе такой подвальную какой-то вот такой плесень, да, какой-то погреб действительно. Этот бренди более питок и более дижестивно аперитивен, чем VSOP. Оценку я поставлю ему 81. Явный выигрыш здесь получает аромат. Аромат замечательный. И вот это рансье, оно очень приятно и красиво ложится на весь профиль. Но ваниль все время губит, вот где-то мешается, как не знаю, как собака под колесами. Знаете, вот этот ваниль вечно лезет. Совершенно отличный от профиля, отличающийся от профиля российских коньяков профиль Сараджева, Сараджишвили, и это очень хорошо чувствуется. Он более мягкий, более такой, менее портвейновый, что ли, но ваниль и там, конечно, присутствует. И здесь есть абрикосовые вот эти вот тона варенья, которые не чувствовались и никогда я не ощущал в бренде там ККЗ, Фанагари, Дагестана, Крыма. Однозначно этот профиль имеет свой уникальный стиль. И давайте мы проверим этот стиль на релизе Экстра. Экстру мне предоставил канал Влад Клаб. Спасибо Владу. Спасибо за то, что есть те, кто открывает такие дорогие бутылки и покупает их. И спасибо потому, что мне не пришлось покупать эту бутылку. И я взял вот такой вот пробничек. И сейчас мы с вами попробуем Экстру. Что касательно цен на Эксо. Цена на Эксо в том же красном и белом, когда я его покупал, составляла 2600 рублей. Сегодня эта цена 3600 рублей. На мой взгляд, эта цена сумасшедшая. Если вы хотите попробовать Эксо Сараджишвили, вообще, наверное, я бы посоветовал это сделать с Эксо. Если хотите взять что-то получше за те же деньги, то есть что-то получше за те же деньги. На мой взгляд, на мой взгляд. Давайте измерим сахар, кстати говоря, у Сараджишвили. Нет, сахара здесь столько же. Сахара здесь приблизительно 5 грамм на литр. Погнали разбираться с Экстра. Экстра сейчас вообще сумасшедшие деньги стоит. Я так краем глаза заглянул на сайт импортера. Кстати, импортер Сараджишвили это Easy Spirit. Заглянул краем глаза на сайт импортера. Цена там за 0,7 Сараджишвили Экстра на минуточку в районе 40 тысяч рублей. Помню, 0,5 стоило в районе 16 тысяч рублей. Для меня, что бы здесь не было, я не знаю, 40 тысяч рублей. Кто может покупать бренди за такие деньги? Такие бренди. Давайте попробуем. Совершенно просто, знаете, портвейновый профиль. Скорее каких-то старых советских бренди, да? Здесь есть тоже лак. Мебельный лак. Тоже нет, его нигде не было, а вот здесь есть. Классический такой портвейновый аромат. Вот это жмыховая история. Здесь уже больше мне напоминает бренди ККЗ и тот же Сараджев 35. Видимо, много очень лигнинов, дубильных веществ, танинов. Вкус. Во вкусе вот этот профиль Эксо тоже чувствуется. И вот это послевкусие, которое чувствовалось
подвально-погребное, оно чувствуется здесь очень ярко во вкусе. Хорошая, приятная сладость, практически не сильные, не мощные дубильные вещества, танины на очень хорошем уровне. Но никакого нет уже абрикосового варенья, оно скорее где-то в послевкусии. Леденцы, сладость тоже высокая, в районе 8 из 10. Давайте выпьем за ваше здоровье. Что-то мне подсказывает, что такой дорогой бренди я не скоро попробую. Такой дорогой бренди, произведенный на постсоветском пространстве, вот скажем так. Аромат, не знаю, аромат Эксо, аромат Экстра, аромат за 3600 и аромат за, ну там 0,5, наверное, 1030, да, 26. Ну никак не тянет. Практически ни тот, ни другой баллы не вырывают друг друга. Вот здесь, кстати, еще сернистость есть у Эксо. Мне аромат Эксо даже больше нравится, а вкус? За вкус я не готов доплачивать. Вкус, конечно, интереснее. Ножки маслянистее, более тонкие, тоже маслянистые, приятные, красивые. Это горечь, сухость, приятная такая виноградная, виноградный бэкграунд. Очень такой вот строгий и в рамках вкус. То есть в нем нет чего-то такого там уходящего в какой-то интересный, ну не знаю, например, какое-то варенье, да, нет ухода в какой-нибудь ментол или какие-нибудь степные травы. Здесь строго виноградный профиль, там косточки, танины, лигнины, вот эти все дубильные экстрактивные вещества, сладость, немножечко ванили. Не знаю, оценка. Оценку дам навскидку. Оценка, да? Оцениваем вместе с вами. Кстати, есть какой-то пчелиный воск еще во вкусе. Давайте выпьем еще глоточек за вас. Желаю вам, чтобы дорогие бренди были недорогими для вас. Чтобы в доступе были вкусные, интересные дистилляты всегда. Желаю вам, чтобы вы дегустировали как можно больше интересных, сложных напитков. Давайте за вас, дорогие подписчики. И в этом глотке попробуем уже окончательно поставить точку с оценкой. Очень непростой вкус, сложный. Вот эти, наверное, лигнины, как я говорю, мокрый картон, они неспроста есть. И кто-то все время мне говорит, да какой мокрый картон? Нет никакого мокрого картона. Но как же, коньячные спирты вытягивают из дубовой бочки дубильные вещества, лигнины, танины. Те же самые вещества дерева содержатся и в бумаге, которая производится из того же самого дерева. Почему здесь не может быть бумажной истории? По-моему, вполне может быть. Оценка. Вкус. Вкус очень мощный, насыщенный, плотный. И здесь, конечно, оценку можно дать выше за вкус при приблизительно той же оценке за аромат, плюс-минус. Поэтому оценка за Сараджишвили Экстра 83 балла. Однозначно не рекомендую к покупке этот бренди по тем ценам, что он сейчас продается. Я бы его купил, ну, наверное, Сараджев я бы тоже купил за эти же деньги. За те деньги, которые я купил Сараджев. Это 8 тысяч. 8 тысяч, ну, 8 тысяч, наверное, я бы тоже не стал платить за бутылку этого чудесного бренди. Ну, наверное, тысяч 6 я бы заплатил. Я понимаю, что это очень, очень дорого, это много времени провело в дубовых бочках. Кстати, про Экстра 25 лет и выше, да, коньячные спирты провели в бочках. Не знаю, ну, к сожалению, да, это, конечно, дорого, это очень много времени, это серьезная работа, постоянные, наверное, проверки и так далее и тому подобное, но все-таки за этот бренди я бы больше 6 тысяч не заплатил. Как хотите, но не хочу я покупать этот бренди за 40 тысяч за 0,7. И изюминкой на торте, вишенкой на торте сегодня я принес вам показать, а заодно и опробовать бутылочку советского
коньяка, произведенного в бренде, который произведен на этом же заводе. Он называется Тбилиси. Вот такая вот старая бутылочка. ГОСТ 78 года, цена 28 рублей 80 копеек, крепость 43% по объему. Сам трест. Сакартвело написано по-грузински, Грузинская СССР. То есть бренди, которое произведено было на тбилисском коньячном заводе, который потом превратился в коньяки Сараджева, да? Точнее, АО Сараджев и Энесели. Есть ли что-то общего, да? Всегда интересно. Содержатся ли спирты этого Тбилиси в бренде Сараджишвили Экстра, например? Почему бы и нет? Открываем при вас. О, расшатали. Ну, аромат закрытый. Аромат закрытый. Цвет. Видно ли вам цвет? Цвет у всех очень похож. У Тбилиси потемнее. Ножки. Ножки вообще тоньше, по-моему, всех трех предыдущих образцов. Нет. Ножки, наверное, как у Эксо, просто они дольше отсклеиваются. Аромат очень похож на Экстру, но даже менее закрытый, более сернистый. Ну, что-то среднее между Экстрой и Эксо. Аромат, кстати, меня удивил, он очень похож. Вкус. Очень интересный. Похож на выдержанную чачу, наверное, даже больше. Какой-то вот сорт такой очень интересный, типа Усахилаури. Ну, правда, Усахилаури темный сорт. Очень вкусный, питкий. Довольно сложный, его не просто разгадывать. Тбилиси. Грузинский коньяк. Марочный, да? Это марочный коньяк. Очень неплохой. Очень похож по профилю на 3 предыдущих коньяка. Но если бы бренди. Но если бы я их расставлял по очереди, то по понравившейся мне ступенчатой очереди, то я бы выставил последнее место VSOP, Эксо, Экстра, Тбилиси. Аромат. Здесь у нас он закрытый. Вот тут действительно нужно дать ему подышать. И пока мало что можно сказать. Здесь степные травы, здесь бренди, конечно же, чувствуются, виноматериалы, танины, раньсье. В бутылке, видимо, он хорошо постоял. Очень-очень сдержанный, пока не раскрывшийся вкус. Я потом, наверное, сделаю дегустационную оценку, выложу ее в Инстаграме, выложу ее в соцсетях. Следите, я расскажу о том, как он раскрылся и мои дегустационные заметки. Вкус сухой, горько-сладкий, сладость где-то 5 из 10, очень сдержанная. Виноградный и тоже закрытый довольно, то есть нужно дать подышать. Как я сказал, чача из интересного сорта винограда. Оценка навскидку. Но он меня не поразил, это точно. Пожалуй, такая же оценка, как и у Экстры. Сегодня эту бутылку достать очень сложно. Можно достать на форуме, на разных форумах. Я не буду говорить на каких. Но те деньги, которые я за нее отдал, того не стоят, я так скажу. Бренди непростой, бренди сложный, бренди закрытый, но эта бутылка явно хранит историю. Эта бутылка хранит историю, и она передает ее нам, рассказывает своим сынам о том, каким бренди был раньше, каким он стал сегодня. Что радует? Общий вывод, что код, который заложен здесь, содержится и в этих бутылках. То есть, купив Сараджишвили VSOP, вы почувствуете профиль того бренди, который делался на протяжении более 100 лет. То есть вы почувствуете фирменный стиль производства, и вы прикоснетесь к истории.
Покупку рекомендую, если вы не пробовали Сараджишвили и хотели бы попробовать грузинский коньяк. К покупке рекомендую. Но не хотите тратить денег, можно ограничиться VSOP, но обязательно дайте ему подышать. Подышать дайте обязательно, и вы обязательно почувствуете всю гамму, всю прелесть этого бренди. Жду ваших мнений в комментариях о том, какой продукт компании Сараджишвили понравился вам, ваши впечатления по сегодняшним ценам, почему они выросли так сильно. Очень интересно, как вы считаете, стоит ли сегодня тех денег Сараджишвили, которые предлагаются нам, те цены, которые предлагаются нам в магазинах. Не жестит ли Easy Spirit? Итак, не пейте. А если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока! После 2009... Черта себе!